Всем добрый день! Добро пожаловать! Вы на канале Татьяна Миртоглу «Турецкие узоры». Сегодня хочу вам показать, как я вязала вот такие вот следочки, полуносочки жаккардом вязала. Значит, схема, наверное, многим известная, схема старинная, так скажу. Это схема варежки. По такой схеме очень многие, я знаю, вязали варежки, длинные носочки вязали. Дальше в процессе видео схему выведу на экран. Можно будет ее заснять, заскриншотить. Значит, сегодняшние тапочки у меня на размер буду вязать 37-38. Сейчас я сразу их замеряю по длине. Вот от пятой до пальчиков 24 сантиметра. Ну и растягиваются хорошо. Вот такая вот моделька. Что у меня здесь впереди? Такой вот мысок впереди. Тянутся хорошо. Значит, сегодняшнее видео. Ниточки какие у меня. Белые, коричневые. Значит, одна нитка у меня акрил в 100 граммах 225 метров. А вторая, это коричневая, Ализа Экстра. Она с шерстью 220 метров. Значит, еще одну пару хочу показать для примера. Вот смотрите, вот эти вот сегодняшние я буду вязать пряжа 220 метров и буду вязать спицами номер 3. Набор у меня 56 петель, и они у меня вышли на 37-38 размер. Замеряла я вам. Значит, вот эти вот, вторую пару я сейчас уже начала вязать. Ну, вот, секционкой я начала их вязать. Значит, это у меня что? Я тоже их вязала спицами номер 3. Получились они на размер 39, 38-39, даже до 40-го можно их дотянуть. Здесь у меня был тоже акрил 210 метров в 100 граммах. А вторые белые я брала на какой-то вязун у меня был 195 метров, две нитки. И они получились вот намного больше. И я набирала 52 петли всего лишь. Даже схему не до конца довязала, потому что получались сильно большие. Это вот разница, эти 220 метров, а эти 195-200. И вот такая вот разница в размере и в длине получилась. Так вам для примера. Значит, буду вязать на спицах номер 3, как я сказала, 5 спиц у меня. Начнем вязание с верха. Полностью, конечно, 45 рядов идет по мыску. Полностью я все это не снимала. Вязание будет частичное. Все самые основные, главные моменты все это засняла, показала. Полностью начну от верха, провяжу пятую. Вот начало. Все это с вами провяжу. Потом серединку сами свяжем по схеме. Вернусь и вместе закончим потом мысок. Закончим тапочек. Вот так вот. Такое вот видео у меня будет. Значит, ну, основные моменты, думаю, осветила. Опять же, здесь можно подобрать любую другую схему. Я, конечно, хотела по другой схеме, у меня просили связать, но там сильно были большие протяжки, поэтому, думаю, это будет проблематично вязать, поэтому подобрала вот такую схему. Переплетение очень частое, поэтому вязать легко было. Больших протяжек нету. Где это у меня? Вот так вот это все по изнанке сразу покажу. Быстро вяжутся. И что я еще хотела добавить? Значит, нитки у меня вот было по 100 грамм у меня в обоих мотках. Теперь коричневых у меня осталось 70 грамм, а этих белых осталось 45 грамм взвесила. Так что еще на детские даже хватит. Угу. Вот так вот. Ну что, переходим к вязанию. Так, сразу заскриншотим схему. Сейчас перейдем к вязанию. По этой схеме я буду вязать переднюю часть нашего следочка. Так, теперь что я дальше буду делать? Схему взяли. На спице номер 3 обычным способом я наберу 56 петель. Я наберу на одну спицу, потом их распределю на 4 спицы. Наберу петли, распределю на 4 спицы и первые 3 ряда провяжу лицевыми петлями. Так, набираем петли.
Распределила на 4 спицы. На каждой спице у меня по 14 петель. Провязала 3 ряда лицевыми все. Теперь ввожу коричневый цвет, подвязала ниточку. Сейчас я провяжу вот такую вот косичку. Она у меня будет состоять из 3 рядов. Значит, так, первый ряд будем вязать, буду называть его белым, кремовый не буду говорить. Один белый, один коричневый. Лицевыми петлями. Одну петельку белую, одну коричневую, одну белую, одну коричневую. Так пройду до конца ряда, провяжу. Одна белая, одна коричневая. Одна белая, одна коричневая. Одна белая, одна коричневая. Господи, испугалась. Одна белая, одна коричневая. Провяжем так все 4 спицы, все петли. Довязываем ряд до конца. Белая, коричневая, белая, коричневая. Так что у нас здесь белая. Коричневая, белая, коричневая. Так, сейчас у нас будет второй ряд. Перевела вперед нитки. Теперь все буду вязать изнаночными. Вот у нас белая. Над белой буду белую провязывать изнаночной. Теперь сверху буду перебрасывать ниточку. Следующая коричневая. Опять белую сверху. Провязали изнаночную. Следующая сверху провела. Провязала коричневой изнаночной. Сильно не затягивайте. Так иду до конца ряда. А следующий ряд буду вязать опять точно так же, только буду проводить нить с-под низу. Так, по одной, по одной. Сверху, нить сверху. Так, все, закончим все 4 спицы. Так, закончила второй ряд. Теперь ниточки впереди. Следующий третий ряд. Будем перебрасывать нить. С-под низу будем ее проводить. Так, здесь у нас петли перекрученные уже идут. За заднюю стенку здесь буду брать. Так, нить провожу под низом. Опять же вяжем изнаночными. Нить провожу под низом. Под ниточкой. Белая одна изнаночная, одна коричневая изнаночная. Нить проходит под низом, под ниткой. Так, пройдем до конца ряда. А дальше будем уже вязать основным цветом.
провязали. Одна изнаночная коричневая, одна изнаночная белая. Первый ряд я сверху проводила, второй ряд проводила нить с-под низу. Хотя некоторые делают наоборот. Первый ряд нить проводят с-под низу, второй ряд сверху. Ну, я думаю, особой разницы нету. Поэтому так, провяжем так до конца. Закончим косичку. Закончили вязать косичку. Теперь коричневую можно обрезать, а можно перебрасывать ее через всю пятую. Сейчас я буду вязать однотонным цветом задник. Потом у меня коричневый цвет будет вот здесь вот начинаться. Поэтому хотите, можете ее полностью проводить под ниточками. Можно обрезать, потом заново будет подвязывать. Я, как говорила уже вначале, хотела пятку сделать тоже коричневый с белым, но сильно рябое получается все, поэтому и не очень хорошо видно. Сделала пятую однотонным цветом. Так, теперь после косички что я сделаю дальше? Один ряд провяжу лицевыми и один ряд провяжу изнаночными. А потом перейдем, будем вязать задник. Значит, сейчас все вяжу лицевыми, и следующий ряд все пройду изнаночными. Так, здесь у нас петля нормально лежит. Все вяжу лицевыми. Следующие изнаночными вяжем. Так, закончила я. Провязала 2 ряда, один лицевой, один изнаночный. Нить я отрезала, потому что начну вязать задник с самого начала. Не буду я делать, возвращаться взад-вперед. Теперь смотрите. Значит, сейчас я на передних 2 спицах оставлю 23 петельки. Вот у меня узор будет на 23 петлях. Сейчас я это оставлю. Задник буду вязать на 33 петлях. У меня сейчас задние 2 спицы, где они? Вот они, 28 петель. Я сюда добавлю 5 петель и 33 петли у меня получится. Буду вязать задник. А потом мы это вернем обратно. Раз, два, 2 отсюда и 3 с этой спицы. Так, 33 петли у меня должно быть. Ой. Так, задняя часть. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33. Теперь ниточку сюда сразу подвязываю. Первый ряд я буду вязать задник со снятыми петлями. Первую сразу провяжу, потом ее закрепим, эту ниточку. Одна изнаночная, одну снимаю, не провязывая. Одна изнаночная, одну снимаю, не провязывая. Одна изнаночная, одну снимаем, не провязываю я ее. Так иду до конца второй спицы. Одна изнаночная, одну сняла. Одна изнаночная, одну сняла. Она получится плотная такая пятая тогда у нас. Одна изнаночная, одну сняла. Так провяжем все 33 петли. Последнюю петельку кромочную буду провязывать изнаночной. Перешли, развернулись на изнаночную сторону. Все петли буду вязать изнаночными. Первую снимаю. Все до последней петельки вместе с кромочной провяжу изнаночными. Вяжем до конца изнаночными. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Теперь буду вязать в шахматном порядке. В первом ряду мы первую петельку провязывали. Теперь мы ее будем снимать, не провязывая. Вторая у нас была снята. Провязываю ее изнаночной. Опять одна изнаночная, одну снимаем, не провязывая. Одна изнаночная, одну снимаем, не провязывая. Так идем до конца ряда. По изнанке будем вязать все изнаночными. И опять по лицевой стороне будем вязать в шахматном порядке. Одну сняла, одну провязала. Одну сняла, одну провязала изнаночной.
Все, вот так вот я буду вязать всю пятую, весь задник. Значит, что у нас должно получиться? Я провяжу по боковым дужкам, если посчитать, получится 17 дужек у меня. Вот этих вот раз, два, три, четыре, 17 рядов получается. В сантиметрах это будет, в сантиметрах 6 сантиметров у меня будет высота пяты. Провяжу 6 сантиметров и потом закроем вот эту вот серединку и перейдем на остальной следочек будем вязать. Значит, сейчас вяжем нужную нам высоту. Может, у кого-то будет немножечко меньше пятка, помельче кому-то нужно, кому-то поглубже, поэтому ориентируйтесь. У меня 6 сантиметров, как я уже сказала. Вяжем пяту. Провязала я нужную высоту пяточки. Теперь, значит, будем ее закрывать. По бокам я оставлю по 10 петель. Серединку 13 петель у меня будет серединка. Значит, разделяю по 10 петель на боковые стороны. Последний ряд я провязала по изнанке лицевыми петлями. По лицевой стороне они у меня изнаночные, соответственно. Так, теперь беру на одну спицу 10 петель. Раз, два. Эту нитку я перекину, запутаю ее сейчас здесь, провязывать не буду эту сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь среднюю часть я буду вязать все ряды лицевыми, платочной вязкой, все ряды лицевыми. 13 петель провязываю лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петелька. 2, 4, 6, 8, 10. 13 петельку провязываю вместе с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночные. Так, все провязали. Теперь переходим на изнаночную сторону, вяжем только средние петли и боковые будем по 2 вместе закрывать. По изнаночной стороне я боковые 2 вместе буду закрывать лицевой. Опять вяжу все лицевыми и последние 2 вместе буду закрывать. Значит, так закроем все петельки до последней, а потом перейдем на боковые стороны, будем набирать петли. Среднюю часть сейчас провяжу все лицевыми, хотя можно было бы провязывать чешуйками такими же самыми, но это уже по желанию. Так, последняя петелька, 2 вместе провязала лицевой, развернулась и опять среднюю часть вяжем лицевыми, боковые закрываем, довяжем, закроем до последней петельки. Закрыла я петельки, с этой стороны у меня осталась одна, я ее сейчас буду куда идти по кругу набирать петли, я ее закрою на обратном пути. Значит, теперь везде я наметила серединки, по пяточке среднюю петельку отметила, по переду, это я для своего удобства так делаю. Значит, теперь с боковой стороны под 2 дужками буду захватывать ниточку и поднимать петельку. Раз, два, я наберу 17 петель. 3, 4, набираем петли. 5. Набрала с боковой части петельки. У меня 17. Если у вас пятая была выше или меньше, то у вас может, конечно же, быть на 1-2 петельки меньше или больше. Так, теперь переходим на передние 2 спицы. Значит, вот здесь, чтобы у нас не было дырочки, я 1 петельку поднимаю. Когда буду сейчас вязать второй ряд, я их провяжу, вот эти вот 2 петельки вместе, чтобы закрыть вот эту вот пустоту. 1 петельку подняла. Петли с передних 2 спиц я провяжу все лицевыми.
У меня 23 петли на передних двух спицах, я их все провязываю лицевыми. И точно так же сейчас одну петельку здесь доберу и по боковой стороне подниму 17 петель на пятую. Значит, сейчас провязываем вот эти вот 23 петли лицевыми. Так, сейчас одну петельку вот здесь поднимем. Подтянуть ее. Одну петельку добрала, потом провожу 2 вместе их по второму кругу, куда буду идти. Сейчас пусть она здесь постоит немножечко. Так, теперь следующая боковая сторона. Набираю 17 петель опять. Под двумя дужками. Можно спицы, но мне на столе спицы это делать не очень удобно. Поэтому я буду крючком. Точно так же захватываю ниточку, набираю петельку под каждую дужку. Набираем петельки. Добрала петли. Теперь переходим. У меня одна петелька здесь оставалась с пятой, я ее провяжу 2 вместе, потому что я не возвращалась. 2 вместе, сейчас я их закрою. Сейчас что я сделаю? Один ряд весь по кругу пройду все вот эти вот, которые мы набирали, и по переду все полностью провяжу изнаночными. Впереди вот эти 2 крайние не забудем провязать 2 вместе. Мы одну петельку добирали, чтобы у нас дырочки не было. Не забудем ее провязать 2 вместе. Значит, сейчас один ряд провяжу все изнаночными, и потом уже начну вязать вот с уголка, начну вязать узор. Начну с подошвы. Значит, сейчас все вяжем изнаночными. Придем сюда в начало ряда. Я начну с этой стороны, с уголочка вязать. Так, все провяжу изнаночными. Провязала я один ряд изнаночными петлями. Теперь сейчас начнем вывязывать узор. Что у меня, значит, здесь получилось? Передние 2 спицы у меня 23 петли. Задние 2 спицы по пятке 13 петель. И я набрала по 17 по бочкам. Всего у меня 47 петель. Теперь лишние петли сейчас по подошве мы будем сокращать. Теперь что я сейчас сделаю? Вот эти вот 5 петелек у меня идут на боковые полоски. Я их перенесу на передние спицы. 1, 2, 3, 4, 5. Это для удобства, чтобы не путаться потом. И точно так же с этой спицы 5 петель перекину наперед. Будем вязать полосатую подошву. И крайние петли по 2. Буду их провязывать вместе. Так, сколько я здесь перекинула? 3, одну лишнюю. Так, по 5 петелек я перенесла на передние спицы. Теперь я с этого уголочка начну вязать сразу узор. Хотя по правилам нужно было с этого начинать. Но, как по мне, так это без разницы. Так, что я буду делать? Буду вязать одна лицевая. Все буду вязать лицевыми. Одна белым, одна коричневым. Одна белым, одна коричневым. Так, что у нас здесь? Одна петелька белым, одна коричневым. Одна белым, одна коричневым. Первый ряд провяжу узор без сокращений, а со второго ряда уже начну по бокам убавлять петли по подошве. Так, вяжем. Одна коричневая, одна белая. Это у меня на задних 2 спицах получилось 37 петель осталось у меня. 10 петель я наперед перекинула. Теперь я их буду сокращать, пока у меня не останется 23 петли. А потом, когда сократим до 23 петель, вперед 23, задняя часть 23 и по бокам по 5 петелек у нас останется.
Будем дальше вязать по кругу, по узору. Так, последнюю по подошве белой провязала. Теперь следующее. Перешли на передние 2 спицы. 5 петель. Это я буду провязывать сейчас полоску. Вяжем полоску 1 коричневая, средних 3 петельки белых. 1, 2, 3. 3 белых и опять 1 коричневая. Это у нас боковая полоса. Провязали. Далее переходим к схеме. И все полностью буду вязать теперь по схеме, переднюю часть. Теперь вяжем по схеме первый ряд. Только в схеме крайняя клеточка у нас на схеме 1, а у нас будет 2. Теперь первые 2 петельки белым цветом. Провязываем первые 2 белым. 1 коричневая. 1 белая. 1 коричневая. 6 петель белым цветом. 1, 2, 3. Ниточку переброшу. 4, 5, 6. Средняя петелька по схеме, по узору 1 коричневая. Вот она у меня отмеченная была, середина. Как раз все на середину и совпадает. Так, средняя 1 коричневая. И далее повтор первой половинки. Опять 6 петель белым цветом. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1 коричневая. 1 белая. 1 коричневая, 1 белая. Что у нас здесь было? Коричневая, белая, коричневая и 2 белых. Так и вяжем. И 2 белых. 1, 2. Так, переднюю часть закончили. Теперь осталось у меня 5 петель на спице. Это у нас будет боковая полоска. Провязываем ее. 1 коричневая, 3 посередине белых и опять 1 коричневая. Провязываем боковую полоску. 1, 3 белых посередине и 1 коричневая. Так, теперь переходим на боковую сторону. Здесь я все буду вязать полосками. Так, с чего у меня здесь закончилось? С белой петельки. Закончилась на белой петельке. Здесь должно начаться на белой петельке. Сейчас посчитаю. Белая, коричневая, белая, коричневая, белая, коричневая, белая, коричневая, белая, коричневая, белая, коричневая, белая. Все совпало. Так, теперь вяжем полосатики. 1 белым, 1 коричневым, 1 белым, 1 коричневым. 1 белым, 1 коричневым. Весь ряд провяжем коричневый над коричневым, белый над белым. Дойдем до последней петельки и будем провязывать 2 вместе. Я буду их убавлять через ряд. Провязывать 1 ряд я буду провязывать вместе, 2 ряд я буду провязывать так, как они смотрят. Потом опять буду в следующем ряду провязывать вместе. Если подъем небольшой, то можно в каждом ряду убавлять. Я так делала. Новогодние носочки, по-моему, вязала. Убавляла, в каждом ряду сокращала. Поэтому ориентируйтесь по своей ноге. Примеряйте. Я буду через ряд убавлять их. Так, что у нас здесь? Коричневая. Переходим дальше. И вяжем
до последней петельки. Коричневая, белая, коричневая, белая. Белая, коричневая. Белая, коричневая. Одна белая, одна коричневая. Так идем до конца ряда. Вот такое вот получается сейчас на изнанке. Довязала до последних 2 петельки у меня осталось. Я их провязываю вместе. Делаю первое сокращение. Провяжу по этой стороне и точно так же провяжу на второй стороне. 2 петельки провязываю вместе белым цветом. Так, закрыли. Теперь что у нас дальше? Полосочка у нас идет. Провязываем полосочку. Через каждые 5 рядов я буду вывязывать вот под одной такой коричневой точке. Можно через 4, можно через 5. Опять же, ориентируйтесь, кому что нравится. Можно чаще, можно реже их провязывать. Так, одна коричневая полоску вяжем. Одна белая. Провязали одну точку посередине коричневым. Опять одна одна белая. Одна коричневая. Так, полосочку провязали. Теперь переходим. Передняя часть узора у нас. Второй ряд. Первые 3 петли вяжем белым цветом. 1, 2, 3. 3 белым, 2 коричневым. 2 коричневым, 1 белым. 1 белым, 1 коричневым. Далее 3 белым. 1, 2, 3. Так, вот у нас посередине была коричневая 1 петелька. Теперь 3 коричневых провязываем. Средняя часть у нас. 1. 2, 3. Дальше идет у нас повтор первой половинки. Опять вяжем 3 белых. 1, 2, 3. 1 коричневая. 1 белая. 2 коричневых. 3 белых. 1, 2, 3. Если вы набирали больше петель, у меня 56, если вы помните, если вы набирали больше петель и у вас по мыску и по заднику получилось больше петель, соответственно, здесь будет не 3 белых крайние, а, например, 4, да, если у вас было большее количество петель. Или же, ну, меньше, куда уже меньше. Если же 52, например, набирали, то тоже на одну тогда будет меньше. Соответственно, какой вы там размер себе будете вязать. У меня 37-38 по моему метражу. Жаккард немножечко стягивает, поэтому вот 56 петель. Примерила все нормально. Ну, опять же, все это примерять. Так, провязали переднюю часть. Переходим, что у нас дальше идет. Боковая полоска. Вяжем боковую полоску. 1 коричневая, 1 белая. Серединка, точку коричневую провязываем. Опять 1 белая, 1 коричневая. Переходим на боковую часть. Так, все, вперед закончен. Белая нить. Так, что мы здесь будем? Первые 2 петельки в этом ряду мы сокращаем. На той стороне сократили, теперь сокращаем на этой. 2 вместе провязываю белым цветом. Провязала 2 вместе. Далее идем, вяжем полоски наши. 1 белая, 1 коричневая, 1 белая, 1 коричневая. Дойдем до конца.
последнюю мы в этом ряду сократили по одной, следующий ряд сокращать не будем. Дойдем, будем вязать далее узор. Так, сократили, теперь далее вяжем 1 белая, 1 коричневая, 1 белая, 1 коричневая. Так будем вязать по узору и сокращать петельки. Сейчас еще пару рядов провяжу, а потом дальше будем уже вязать по схеме, потому что 45 рядов я, конечно, на видео вязать не буду все. На все вот основные моменты, начало, зачин сделали, как это дальше все вяжется. Так, вяжем 1 коричневая, 1 белая. Так, довязываем наши полосочки. В этом ряду мы провязываем без сокращений. Так, что у нас здесь получается? 2 белых. Так, провязали. Теперь перешли боковая сторона. Опять у нас идет полоска. Провязываем полоску из 5 петель. 1 коричневая, 3 белых средних и 1 коричневая. Провязываем петли полоски. Ой, что-то нитку тут запутала. Придется распускать. Так, провязали полоску. Видно, спица закрывает иногда, поэтому... Так, перешли на переднюю часть, переходим к узору. Узор вяжем по схеме, как я уже говорила. Это у нас 3-й ряд узора. Так, что у нас здесь получается? 2 белым. Первые 2 петельки, 2 белым. 1, 2. Далее 3 коричневым. 1, 2, 3. 3 коричневым. 1 белым. 1 коричневым. 2 белым. 2 коричневым. 2. Средняя петелька 1 белым. И повторяем первую половинку. Опять 2 коричневых, 2 белым, 1 коричневая, 1 белая, 3 коричневым, 1, 2, 3. Что у меня здесь остается? 2 белым. 2 белым. Далее идет у нас полоска из 5 петель. Первая коричневая, средних 3 белым цветом. И опять коричневая. Провязали полоску. Перешли на боковую сторону. Вяжем все 1 белая, 1 коричневая. В этом ряду мы провязываем, крайнюю не закрываем. Будем закрывать ее со следующего ряда. Так, что у нас здесь? Белым цветом вяжем полоски. Дойдем до последней петельки. Закроем. 1 коричневая, 1 белая, 1 коричневая, 1 белая. Довязываем ряд до конца. В конце провяжем 2 вместе. Так, коричневая, белая. Что у нас здесь? Коричневая. Последние 2 петельки провязываю 2 вместе. Убавили. Переходим на боковую сторону. Так, полосочка у нас идет теперь опять. 5 петель полоски провязываем. 1 коричневая, 3 белых, 1 коричневая. Перешли на переднюю часть, вяжем по схеме. Так, что у нас? Это 4-й ряд у нас идет. Так, белым 1, 2. Ниточку перебросила. 3,
4, еще одна, 5. Первых 5 петель провязали белым цветом. Далее 2 коричневым. Раз, два, 2 коричневым, 1 белым. Далее средняя часть у нас будет 7 петель коричневым цветом. Раз, два, 3. 4, 5. 6, 7 коричневым провязали, 1 белая, 2 коричневым и оставшиеся петли провязываем белым цветом. Что у нас здесь остается до полоски? 5 петель. 5 петель провязываем белым цветом. Раз, два, 3. Нить перебрасываю, чтобы не было большой протяжки. 4, 5. Теперь, что у нас здесь идет? Полоска. Провязываем 5 петель полоски. 1 коричневая, 3 белых, 1 коричневая. Раз, два, 3. 1 коричневая. Так, теперь делаем второе сокращение. Перешли на боковую сторону. Ой, нитки запутались. Сейчас надо раскрутить. Перешли на боковую сторону. 2 петельки провязываю вместе. Убавили. Далее вяжу 1 коричневую, 1 белую. Следующий ряд будем вязать без убавок. Через ряд я убавляю. Ну вот и все. Далее вяжем по схеме. Заднюю часть вяжем полосочками. Так будем вязать до самого мыска. Сейчас вот провязываем. Так, переходим. Что у нас здесь? Белая, коричневая, белая, коричневая. Вот так вот получается у меня. Пришли в конец ряда. Так что у нас в этом ряду мы сократили. Теперь один ряд я провязываю, как они смотрят, без сокращения, как я уже говорила. А со следующего будем опять убавлять. Все, переходим на боковую сторону. Точно так же теперь вяжем полоску боковую, провязываем из 5 петель. Дальше переходим переднюю часть, вяжем по схеме. Это мы остановились. Сейчас у нас будет 5-й ряд. Вяжем по схеме. Опять переходим полосочка. Заднюю часть вяжем полосатики у нас. Сокращаем по 1 петельке. Сократим, пока у нас не останется 23 петли на задней части. На передней, как я уже говорила, тоже у нас 23 петли. По бокам по 10. Что у нас получается? 56 петель. Значит, вяжем по схеме. Докуда довяжем. Сейчас, смотрите, я дойду. Вот 45 ряд. Минуточку. 45 ряд. На чем он заканчивается у нас? До 45 ряда дойду. Вот до вот этого вот цветочка. Провяжу вот этот вот цветочек и встречаемся. Начнем сокращать, закрывать мысок. Тогда вместе провяжем. Сейчас схему уже выставляла, но еще раз. Кто не взял схему, вяжем по схеме. Сейчас я подниму эту аппарат свой. Вяжем по схеме, дойдем до мыска, встретимся и будем заканчивать наш следочек. Так, провязала я до мыска. Сейчас буду сокращать мысок, где я остановилась. Смотрите, где я остановилась. Вот 3-й цветочек. 1, 2. На 3-м цветочке последнюю петельку довязала с 3-го этого цветочка. Если длина вам нужна будет побольше, тогда можно провязать по узору еще несколько рядов и потом начать уже убавки на мысок.
сейчас я замерю, сколько это у меня по длине получилось. Вот, пружинит. Подошва хорошо пружинит. Так, что у нас здесь вышло? Вот в спокойном состоянии до конца пяты 22 сантиметра. Значит, теперь начну закрывать по 2 петельки. Задние части я буду закрывать. Так, переднюю провязала. Что у нас здесь идет? Полосочку сейчас довяжу. Так, и вот первые 2 петельки провязываю вместе. Закрывать и убавлять буду провязывать по 2 вместе в каждом ряду. Провязала 2 вместе. Следующие идем далее по узору. И точно так же провяжу 2 вместе в конце ряда. Так, что у нас здесь? Далее вяжу полосочки. Идем в конец ряда. Так, пришла в конец ряда. 2 петельки провязываю вместе. Все, далее вяжем полоску. Переходим на переднюю часть. Полоску провязали. Теперь передняя часть. Опять 2 петельки первых провязываю вместе. Куда-то убежала. Так, вперед. Все дальше вяжем по рисунку. Что у нас здесь идет? 4 петли коричневым. Одну закрыли, одну провязала, далее 4 коричневым. Дальше вяжем, продолжаем по схеме. 4 коричневым, 1 белым, так, 4 коричневым, 1 белым. Далее что у нас? 1 коричневая, 5 белым. Раз, два, три. 4, 5 белым, опять 1 коричневая, 1 белая, 4 коричневых. Раз, два, три, 4. 1 белая. И 2 последних белых провязываем 2 вместе. Две вместе провязала. Все. Далее переходим, вяжем полоску. И точно так же по задней стороне сокращаем. И опять переходим наперед. Сокращаем по 1 петельке с каждой в начале, в конце ряда. Будем сокращать, пока у нас посередине не останется по 1 петельке. Так, вот у нас задняя часть. Белым цветом я закрываю 2 вместе. Все, дальше идем по узору, вяжем подошву. Так, что у нас здесь? Пришли в конец ряда.
Теперь белое коричневое осталось. Провязываю опять 2 вместе белым цветом. Соединила, убавила петельку. Дальше опять переходим на полоску и идем на переднюю часть. Так, впереди пришли на переднюю часть. Первые 2 петельки сокращаю. После полоски сразу провязываю вместе. Так, что у нас здесь идет по схеме? Так, 4 белых. Здесь будет у нас 2. Далее вяжем 4 белых. Провязываем 4 белых петельки по схеме. 2. 3, 4. 2 коричневых. 1 белая. 1 коричневая. 1 белая. 1 коричневая. Опять 1 белая. Что у нас здесь? 1 белая. Повторяем. 2 коричневых. 4 белых. 1, 2, 3, 4. Осталось 2 белых. Провязываю их вместе. Все, в конце 5 белых с провязанной. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь точно так же. Все, переходим на полоску боковую и потом на заднюю часть провязываем, убавляем по краям петельки. Так, перенесу сейчас сюда. Все, точно так же сейчас провяжем полоску. 2 петельки закрываем, провязали заднюю часть полосочками. Опять в конце ряда 2 петельки сократили, убавили, перешли наперед. Значит, убавим, вяжем вперед также по схеме до последней петельки. У нас должна остаться 3 петельки в конце у нас останется, мы их потом сократим до 1. Значит, сейчас убавляем по переду вот эти вот петли, сокращаем, я к вам вернусь. Так, закрыла я последнюю петельку. Вот 3 в одном получилось, провязала боковую сторону. Теперь у меня на передней части осталось 3 петельки. Значит, можно это все закрыть трикотажным швом. Я с ним не очень дружу, поэтому я нитки продела в иголку и это все соберу на нитку. 3 петли сейчас я подниму на нитку. Теперь подхвачу вот эту вот, которая у нас одна была закрытая сзади. Так, теперь что? Подходина. Так, и теперь что я буду делать? Соединю вот эти вот петли. Одну с передней части. Аккуратненько, чтобы не ускакали. Одну с задней. Одну с передней. Одну с задней. Так, вот так по одной, по одной. Теперь это все надо разровнять.
затянуть. Так вот это все вот разравниваю. И хвостики попрячу наизнанку. Вот сюда. Такой вот впереди. Вывожу наизнанку. Вот так вот, аккуратненько это все. Так, выходим. Что у нас здесь получилось по изнанке? Вот такая у нас картина получилась. Вот такая вот у меня изнанка теперь. Ну и все. Теперь вот эта ниточка по кругу это дело все заделать. Вот так вот закончим мысок. Ну вот и все, девочки. На этом все. Вот так я вязала этот следочек, носочек. В общем, прячем кончики. Это все запутаем, запрячем. Так что вот такие вот тапочки получились. Если здесь будет немножечко, может, широковато, можно вставить поверху шнурочек с какими-то бубончиками, помпончиками. И украшение будет, и немножечко будет как вот стягивать, если кому-то будет широко здесь вот растягивается, если будет вверх. Или же проложить, можно будет такой шов еще здесь один, чтобы сильно вот этот вот верх не растягивался. Все, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем легких петелек, до новых встреч, увидимся.